Это очередная серия по постройке Волгатти. Волга плюс Бугатти. Да-да, мы решили скрестить старенькую 21-ю Волгу и Бугатти Широн. Приятного просмотра. Итак, в предыдущих сериях мы закончили работу с дверным проемом, накинули накладку на дверь, которая повторяет кузовную панель Волги, и на 2 самореза прикрутили дверную ручку. В итоге нас все устроило, а это значит, что можно все фиксировать по-серьезному. Для того, чтобы стеклопластиковая накладка на дверь четко и жестко держалась, нам надо доработать верхнюю часть фордовской двери. При помощи нехитрой приспособы и челябинского маркера делается вот такая панель, приваривается на свое место и переходим к ручке. Тут все понятно наглядно. Вырезаем отверстие, и спустя несколько валера-часов получилось скрестить рычажный механизм замка двери с ручкой от Волги при помощи вот такой собачки. В итоге все отлично работает, открывается и закрывается. Как вы поняли, этим занимался Валера. В одном из прошлых видео мы обрезали нашу дверь для того, чтобы она красиво закрывалась в нужном зазоре. Но сейчас мы столкнулись с таким вопросом, что нам нужно поднимать стекло. А стекло уже сюда родной не становится, так как родные салазки у нас тоже не войдут, потому что у нас дверь укорочена. Вот родные пробовские салазки для поднятия стекла. И мы видим, что разница посадочного места очевидна на глаз. То есть у нас 10 сантиметров дверька обрезана, соответственно 10 сантиметров салазка велика. Нам нужно ее обрезать, чем сейчас мы и займемся. Собственно, этим и занялись. Сперва разобрали механизм, отрезали все лишнее и начались долгие часы подгонки. В общем, подогнали мы направляющие стеклоподъемника под наш размер необходимый. Теперь следующим этапом нам предстоит изготовить лекало под стекло будущее наше, так как это оригинальное стекло не подходит под наш дверной проем. И нам необходимо сделать новое стекло. Так что погнали делать лекало. В первую очередь мы решили сделать лекало будущего стекла из оргстекла и уже в дальнейшем отдать этот образец на производство для изготовления нормального стеклянного стекла. Вырезали подходящую картонку, перенесли на оргстекло, обрезали по контуру болгаркой, закрепили механизм, поставили на место, и стало понятно, что при открытии и закрытии стекло будет упираться в козырек корпуса Бугатти. Недолго думая, при помощи трубогиба, за который, кстати, отдельное спасибо нашему подписчику Жене из гаражей, была сделана вот такая дуга. В итоге мы имеем ограничитель, к нему и будет прилегать стекло в дальнейшем. Теперь осталось сделать правильное лекало. А вот вам огроменный спойлер. Как вам формат постройки дома будущего в лесу? Лично мне очень интересно. Именно поэтому я и приобрел этот хуторок посреди леса. Начал думать о проекте и проектировать дом. И если вы хотите так же, есть отличная новость. У вас есть возможность научиться проектировать дома и начать зарабатывать на этом в 2022 году. Вот-вот стартует бесплатный вебинар от основателя компании «Строй и живи» Александра Касумова. Если ты работаешь на стройке или занимаешься отделкой, и тебе это порядком надоело, ты устал таскать тяжелые строительные материалы, то можешь зарабатывать из дома. На вебинаре вы узнаете, насколько сегодня востребована профессия проектировщика загородных домов, в чем заключается сама работа, какие бывают проекты, заказчики и сами проектировщики. Я предлагаю разобраться в этой профессии и уже буквально через 2-3 месяца начать работать и зарабатывать. Сколько можно заработать на этом деле и где искать заказчиков? Переходите по ссылке в описании и подключайтесь к вебинару, собственно, чем я и занялся.
Погода, конечно. Здорово. Здорово. Что как смотришь? Нормально. Короче, у нас такой план. Нам нужно срочно ехать, делать наше новое стекло. Но оно будет не то, что стекло, а лекало для нашего нового стекла. На Волгате, на дверь, то, что, помнишь, мы вырезали тогда. Да. Поэтому погнали, не будем тратить времени, вперед. Вот на столе мы видим стекло от нашей Волгати и донор, из которого будем пытаться сделать лекало для дальнейшего изготовления нового стекла. Видите, что оно прямое. Это оргстекло. Оно очень хорошо поддается формовке, но при определенной температуре. Сейчас мы пробуем соединить, скажем, два импровизированных стекла вместе для того, чтобы наше оргстекло приняло форму стекла от Волгати. Но для этого мы сначала все подготовим и состыкуем их вместе. Это будет наш первый опыт по изготовлению такого рода стекол, поэтому, я думаю, будет интересно, и что-то новое для себя мы обязательно найдем. В общем, собрали мы такую конструкцию незамысловатую для того, чтобы понять, какой же радиус имеет стекло оригинальное, ну, скажем так, от донора, и то стекло, которое должно принять эту же форму. И сейчас мы будем пытаться придать такую же форму, как и у стекла, путем прогрева. Прогревать мы все это будем в шкафу, так что погнали в шкаф. Вот это наше чудо-сооружение инженерных мыслей. Это наша жаровня, так импровизированная. Именно в ней мы и будем греть наш бутерброд. Останется нам только ее правильно установить и будем греть. Судя по тому, что мы видим, я считаю, эксперимент удался. Форма приобрела нужные нам черты. Видно сразу, что появился нужный радиус. В общем, оргстекло полностью облегло наше оригинальное стекло. Останется только примерить все это. И будем надеяться, что оно все подойдет. Но пока Валера ехал и надеялся, что все подойдет, Андрюха занялся передком. Как я и говорил ранее, передние крылья и капот мы завалим килограммами шпатлевки. Выведем форму в идеал, снимем с них слепок и откатаем из стеклопластика. После того, как сняли всю старую краску, грунтовку и шпатлевку, обезжириваем поверхность и накидываем килограмм за килограммом шпатлевку. Итак, для чего это делается? Дело в том, что кузовня Волги даже с завода частенько выходила не совсем ровная, не говоря уже о следах 60-летней эксплуатации. Да и к тому же мы значительно поменяли форму. Несмотря на то, что крыло в итоге будет выведено в идеал, оно не годится, поскольку тут нарушены все технологии, и такое количество шпатлевки точно даст о себе знать. Именно поэтому мы будем изготавливать эти элементы из стеклопластика, точно так же, как делали заднюю часть Бугатти. Вот как вы думаете, сколько килограмм шпатлевки ушло на одно крыло? Проведем опросик. А кто отгадает, тот большой молодец. А те, кто подписан на наш телеграм-канал, уже давно знают ответ. В телеге мы постим только уникальный контент из мастерской, а также проводим различные голосовалки. И вы реально влияете на ход работы. Ссылка в описании. Добро пожаловать. Когда точим крыло, не забываем обязательно периодически прикидывать какие-то навесные элементы. Очень большое внимание нужно уделить подгонке. Кстати, удобно шпаклевать прям по месту. Заклеиваем фару маляркой и шпаклюем прям по ней. Тогда у нас будет сразу ориентир маячок, сколько шпаклей нам нужно докинуть на эту скульптуру.
Когда шпакля наша стала, не спешим ее точить, потому что шпакля должна полностью высохнуть, с нее должен полностью испариться какой-то там связующий компонент, который так сильно воняет и смердит. Вот, потому что сырая шпакля забивает наждачку, быстро срабатывает нам, ну и как бы плохо точится тоже. Как ты собираешься фару вытаскивать оттуда? Ты же ее зашпаклевал. Ну да, что-то я не подумал об этом. Гений. Точим всем, что есть в гараже, что есть под рукой. Гибкие рубанки, не гибкие рубанки, какие-то бруски. Можно даже линейку, которой шпаклевали, обернуть в наждачную бумагу, тоже удобно точить. Точим обязательно под проявку. Как вы поняли, к этому времени Валера уже вернулся с опытным образцом и, собственно, вот. В общем, наша заготовка остыла, мы ее установили уже на штатное место, и после остывания она опять приняла неверную форму. Стекло должно приходить ровно сюда, на эту рамку, а она приходит сюда, ну, почти не приходит. Она какая-то кривая вся получилась. Будем дальше экспериментировать, попробуем погреть прямо по месту. Возможно, это поможет, а возможно и нет. Греть мы будем инфракрасной лампой и помогать строительным фирмам. Значит, эксперимент наш с оргстеклом не удался, задачу никто не отменял и продолжать нужно. Видите металлолом, и из него нам придется сделать нечто подобие на матрицу, благодаря которой мы уже впоследствии сделаем наше импровизированное стекло из стекломата. План прост, потому красив. Если план слишком сложен, все может пойти наперекосяк. Другого пути нету. Охапка дров, и я готов. Погнали. Как вы поняли, в итоге мы решили сделать макет стекла из стекловолокна. Сперва изготовили основание из направляющих стеклоподъемника. Следующим этапом на этот каркас мы накинули тонкий лист металла, который полностью повторил изгиб салазок. Удалили старую краску при помощи ацетона, проклеили поверхность скотчем и начали накидывать на нее стекломат слой за слоем. На следующий день, когда смола высохла, прикладываем шаблон, засверливаем в местах крепления, отрисовываем форму по контуру и вырезаем. Ну и наконец крепим механизм и накидываем пока не стеклянное стекло на машину. Коллега, вам слово. В итоге такое вот у нас стекло, якобы стекло получилось, но по этому лекалу мы, наверное, и будем уже изготавливать. 10 раз ошибаемся, но пытаемся что-то изобрести, возможно, что-то и получится. В итоге все нормально получилось, по этому лекалу можно смело заказывать стеклянное стекло, чем я и занялся.
Итак, в предыдущих сериях мы закончили выводить форму заднего бампера, а теперь предстоит снять с него матрицу и откатать полноценный бампер в дальнейшем. Тут все просто, и мы показывали этот процесс не один раз, поэтому вкратце. Сперва пенопластовый бампер хорошенько смазываем воском. Следующим этапом разводим гель-коут. Это состав для первого слоя, что-то вроде грунта. Мы специально миксуем белый и черный составы, для того чтобы было видно, насколько хорошо все перемешано. А когда уже все хорошо перемешано, наносим его кистью на модель. Следующий слой — это стекломат, пропитанный полиэфирной смолой. И так слой за слоем. Вот так вот выглядит предварительная стадия нашего бампера. Это будет всего лишь матрица, которая позволит нам в дальнейшем уже сделать готовый бампер. Сюда пошло, я не знаю, какое количество стекломата, но смолы-то точно скажу. Здесь 20 литров смолы потрачено. Скажу, что это немало. Хватит ли 3 слоев стекломата? Of course! Поэтому я думаю, 3 слоев будет в принципе достаточно. Но вопрос не в этом, вопрос другой. Как сейчас эту матрицу снять? Когда смола становится, она обнимает, скажем так, сужается в размерах и сдавливает пеноплекс, который у нас там находится под стекломатом. Я не знаю, как это получится. Короче, придется, скорее всего, ломать. В общем, вы смотрите, наблюдайте. Ну а я погнал страдать. Ученые назвали это естественным отбором. В итоге, сквозь слезы и страдания, спустя 5 валера-часов, имеем вот такую кучу мусора и освобожденную форму. А тем временем в нашей мастерской новая страница, новые проекты и новая большая мастерская. И, конечно же, глобальный переезд. Кстати, те, кто подписан на наш телеграм-канал, уже давно видели новую мастерскую изнутри. И на момент выхода ролика мы уже полностью переехали. Ввиду формата проще всего это показывать именно в телеграме. Ссылка есть в описании. Спасибо за просмотр и добра от топора.